Сегодня я вам расскажу про любимые ароматы бренда Haute Fragrance Company. Данный бренд является французским, и у меня есть несколько флаконов, купленные лично мной, выбранные. Хочу сказать, что французский бренд появился в 2017 году, и в России он был представлен тоже относительно недавно в ГУМе. Сразу наделал шума. Аромат афродизиак HFC «Дьявольские интриги». Аромат, который покорил реально девушек в России. Полноразмерный флакон выглядит как 75 мл. И также есть миниатюра фирменная 15 мл. Она идет либо в подарочной упаковке, где 4 аромата, либо также адвент-календарь. Целого флакона мне много, поэтому у меня миниатюра удобно носить с собой в сумочке. Входит в азиатскую коллекцию бренда. В нем представлены 7 ароматов. Это Closet Gate, Дьявольские интриги, новый аромат I Wanna Be Live by You, а также Red Iceberg Sword Dancer and Wrap Me in the Dream. Парфюмер HFC азиатской коллекции. Бенуа Бержи — французский парфюмер, который вырос в Грассе. Его прапрадедушка — один из немногих, кто выращивал на юге Франции на плантациях ингредиенты для известных парфюмерных домов. Его отец — известный парфюмер Анри Бержи. Парфюмер «Дьявольской интриги» Бенуа Бержи закончил известную школу Алса и построил свою карьеру в качестве специалиста по первичным ингредиентам. Как отмечает Бенуа, для него парфюмерия — это эмоции, желания, чувства. Поэтому каждый аромат Бенуа Бержи — это очень чувственно, гоняются за этими ароматами. Ценовая политика бренда многих приводит в недоумение. Если вы знаете, что самые лучшие ингредиенты используются в данном бренде, я считаю, что стоит покупать, стоит пробовать. Красивую иллюстрацию для «Дьявольской интриги» создал Ким Цу, начинающий художник. Его искусство сочетает в себе традиционные техники акварели, и его очень любят в Китае. Его иллюстрация — это сочетание, олицетворение его личного опыта и жизненного пути. К данному иллюстратору и также парфюмеру мы вернемся чуть попозже. Вернемся к нашему аромату HFC «Дьявольские интриги». В ГУМе был представлен. Все, с полок его сразу сметали. Это цветочно-мускусно-древесный аромат, сексуальный, совлекающий. За вашим шлейфом будут бежать. В самом начале вы слышите османтус и белый чай. Специи — это все, что я слышала, я его не поняла. Я познакомилась с «Дьявольской интригой» индийской Венеры. В ту секунду они мне показались одинаковыми. Выбор пал на индийскую Венеру, а «Дьявольскую интригу» я оставила в виде пробника. И вот, наверное, несколько лет этот пробник 2,5 мл не заканчивался. Что же здесь мы слышим? Османтус, зеленый чай. А в базе мы слышим древесные ноты, а также ваниль и кашемран, как серые мышки. Не хотят краситься, не хотят красиво одеваться, не хотят быть заметными. Вот я вам советую, просто нанесите этот аромат, посмотрите, как на вас реагируют люди. Вы просто себя реально будете по-другому ощущать. Данная девушка всегда пользуется одним и тем же ароматом. Когда человек только в самом начале, он еще не знает, что ему понравится, очень большой выбор, очень сложно определиться. И данная девушка занимается йогой, чистая кожа, красивая, ухоженные, хорошие волосы, никак не выделяется. При этом она еще пока не замужем, не в отношениях, и у нее не клеится в отношениях. Когда я ее спросила про аромат, какой она носит, наподобие Шанель или какого-то другого аромата, то есть то, что вы можете прийти и в известной сети купить. Предложила ей выбрать тот, который ей понравится. И ей понравились «Дьявольские интриги». Представляете? Девушка, которая никогда не пользовалась нишевым ароматом, вот он ей запал в сердце. Конечно, сначала она его... Но потом на следующий раз она себе его, видимо, приобрела. И я у нее спросила, был ли какой-то отклик с мужской половины. Она сказала, да. Представляешь, столько лет она работает в этой компании, я слышала комплименты на свой аромат. Она никогда не изменяла своему аромату. И смысл в том, что я спрашиваю ее, как у тебя? Как отзывы? Кому-то понравился твой аромат? И оказалось, что да, в первый же день, как только она его надела, ей сделал комплимент начальник и какой-то коллега, причем с этим коллегой, мужчиной, у нее были какие-то не очень отношения. То есть мое мнение какое? Когда вы носите аромат, особенно нишевый, он полностью отражает вас. А еще если у вас большая коллекция или хотя бы несколько ароматов, но один — это мало для сегодняшнего времени. Сегодня у тебя такое настроение, завтра другое, погоды разные, одежды разные, мероприятия, возможно, просто свидание, а может быть, просто для себя. И что я хотела сказать? Вот именно аромат — это отражение вас. Хотите — вы пользуетесь, хотите — не пользуетесь, но если вы в этом аромате, вас точно заметят. И я думаю, что мужчины, им нравятся сексуальные ароматы. Вот что-то они прям сразу чувствуют. Говорят, что ваниль очень привлекает мужской пол, потому что для них это понятно. Это выпечка, кондитерские изделия. И представляете, скачок такой, человек пользуется каким-нибудь Шанель Шанс, или доступен у них Каролина Херрера, какие-то еще ароматы такие легкие, свеженькие. Ну как у нас девушки любят, лишь бы
лишь бы чуть-чуть было заметно. Так вот, я считаю, девушка должна пользоваться ярким ароматом, чтобы сразу было ее видно. До этого у меня была индийская Венера. Могу сказать пару слов, ну, так, обывательски. Индийская Венера реально похожа на дьявольскую интригу, но она более мягкая. Она подойдет любой девушке. И она тоже сексуальная. Есть у них перекличка восприятия, что для меня индийская Венера когда-то была похожа на дьявольскую. Но дьявольская, она, конечно, более острая, как я считаю. И знаете что, если вы будете выбирать себе дьявольскую интригу, смотрите на год выпуска. По моему опыту сейчас очень много подделок. Покупайте в официальных магазинах. Все лучшие компоненты для вас собрали. Тем более потомственный парфюмер Benoit Berger. Следующий приобретенный аромат был Diamond in the Sky бренда HFC. Magic коллекция. Данная коллекция насчитывает в себе Beautiful and Wild, Dancing Queen, Diamond in the Sky, Proposal и Fly to Mirror. Как и в дьявольской интриге, парфюмер Diamond in the Sky является Benoit Berger. Что могу сказать? Данный аромат почему-то все сравнивают с бакарой, особенно в шлейфе. Здесь преобладает карамель, шафран. Именно из-за шафрана многие думают, что аромат похож на дьявольский дубовый мох, ваниль, амбра. Аромат мне пахнет горячими утюгами. Он сидит близко к окнам. Спокойный аромат, один из, который может подойти любой девушке. Аромат представлен в флаконе 75 мл. Как видите, очень красивый рисунок девушки. Бриллианты в небе. На известном сайте Фрагрантика есть те, кто очень любит этот аромат, и также те, кто его не понимают. Большая часть ароматов, которые являются популярными, они потрясающие, они реально сексуальные. Я вижу это на той девушке, которая умеет зарабатывать. Второе, у нее есть какие-то отношения или будут отношения, то есть она открыта. Если вам не хватает этой уверенности, пожалуйста, зайдите в корнер бренда Haute Fragrance Company, попробуйте эти ароматы, они супер. Следующим приобретенным моим ароматом был Shade of Chocolate. Про пачули и шоколад какао. Здесь парфюмер Виссан Рикард. Родился в семье парфюмеров в Грайсе, тоже Франция. Виссан Рикард увлекался музыкой и искусством. В 13 лет у него был первый парфюмерный опыт. В настоящий момент он является старшим парфюмером в доме CP Aromas. Вернемся к аромату HFC Shade of Chocolate. Он относится к группе восточно-гурманские. В самом начале вы слышите как розовый перец, бергамот. Следом чувствуется кофе, жасмин, черный чай, бобы, тонка и пачули. 2,5 мл достаточно, чтобы познакомиться с ароматом, разносить и понять, нужен он вам или нет. Относила весь фирменный сэмпл и был приобретен мною аромат. Гурманский, вкусный, какао, пачули. В общем, это мое парфюмерное я. И с этим ароматом есть небольшая история, как вообще я о нем узнала. Я смотрю одну прекрасную девушку в Инстаграм. Она такая красивая, у нее свой салон. И когда ее спрашивали про парфюм, из 5 ее любимых ароматов был HFC Shade of Chocolate. В 2024 году вышел мой любимый аромат I Wanna Be Loved by You. Красивый такой аромат, сексуальный. Парфюмер Benoit Berger и иллюстратор Ким Цу. Иллюстрация. Страстный аромат. Вначале вы слышите лесные ягоды, саке. Затем аромат плавно перетекает в амбру, розу. И завершается все османтусом и удом. Это эликсир. Стойкий, шлейфовый, комплементарный. То, что про него пишут, я с этим совершенно не согласна, потому что лесные ягоды, я смотрела специально на Фрагрантике, нота саке, она не повторяется, ничего похожего нету, не ищите. Аромат для страстной женщины, скорее всего, это брюнетка, шатенка, как я считаю. Даже сам флакон из азиатской коллекции намекает на том, что это серьезный такой аромат. Так что, девушки, неженки, пожалуйста, проходите мимо данного аромата. Очень качественные компоненты чувствуются. И полностью я не согласна с теми комментариями, которые есть на Фрагрантике. И то, что говорят про него блогеры, я тоже не согласна. Аромат супер. Шлейфовый, на вечер подойдет, на день подойдет, на утро подойдет, на любую погоду подойдет. Мне больше нравилось осенью, зимой, летом тоже. Особенно первые ноты, я их обожаю. Вот саке и лесные ягоды нигде не найдете это сочетание. А даже если найдете, оно не так звучит, все не то. Поэтому бренд HFC для меня неповторим, ничего похожего, я считаю, нету. Ну, конечно, спасибо большое парфюмер. Еще мое одно парфюмерное я, HFC Black Princess. Выпущен в 2017 году. Парфюмер Винсент Рикард. Данный аромат относится к группе цветочные. Аромат
про женственность, про красоту, про яркость, красную помаду, яркое платье, туфли на шпиль. Первые ноты, которые заявлены реально, я слышу ланг-ланг, имбирь и кардамон. Роза здесь, я считаю, не солирует, но дополняет красиво кардамон. Как вы помните, кардамон безумно красивый в Black Phantom от Kilian. Так вот, Black Princess, я так понимаю, что списали с модели Наоми Кэмпбелл. И аромат недооценен в марке. Мало кто его знает, я считаю. О нем почти нет никаких слов. Сначала я попробовала фирменные сэмплы по 2,5 мл. И Black Princess был среди них. Почему-то из всей коллекции меня тогда удивили только дьявольские интриги и индийская Венера. А вот Black Princess, также Sword Dance, по-моему, там был еще какой-то аромат, не помню. Они меня вообще не поразили. Я подумала, что какая. Лично подойдете, попользуйтесь. Я обычно на плоттер могу пшикнуть и также на тело. И вот Black Princess, видимо, это была то ли весна, то ли осень, почему-то меня вот прям реально впечатлило. Я поняла, что это олицетворение настоящей женщины. Потому что ланг-ланг, он вообще афродизиак. Кстати, у меня есть небольшая история, которую мне рассказала моя тетя. Помните, в свое время у Ифреше был такой гель для душа с там бамбук, например. Потом, я знаю, что там был ланг-ланг, может, какие-то еще другие ноты, сейчас их не выпускают. Так вот, моя тетя рассказывала. Она мне вообще подарила этот гель для душа с нотой ланг-ланга и сказала его аккуратнее носить, особенно на улицу лучше не выходить, особенно в позднее время. Дело в том, что иланг-ланг какое-то сексуальное влечение реально вызывает у мужчин. И вот она рассказывала историю, что этим же гелем для душа от Ифреше иланг-ланг пользовалась дочка ее подруги. И она поехала в деревню, помылась этим гелем для душа, и вот чистая такая красивая ехала в обычной электричке. И представляете, а деревня, ей нужно было до дома дойти через какое-то поле. Как. На нее увязалось 2 мужчин. Это была просто весна, и мужчина так, им понравилась девушка, что они решили за ней пойти. Но ей было страшно, она бежала домой, потому что подумала, что это какие-то очень опасные люди. Так вот, здесь тоже есть ноты ланг-ланга, роза тоже есть, но чуть-чуть она, на мой взгляд, чувствуется, а также кардамон. И одна приятная девушка отметила этот аромат, и он тоже ей понравился, потому что из всего многообразия парфюма, которые мы знаем, вот нет такого, что удивил. Вот он меня удивил, и все ароматы, которые я вам рассказывала ранее, они все вас удивят. Просто каждый аромат будет по-своему под разные события. Поэтому, пожалуйста, попробуйте, напишите, пожалуйста, в комментариях, как вам данный аромат, разносите его, не делайте о нем первое впечатление, потому что это очень женственный. Весь день стойкий, шлейфовый, 100%. Один пшик мне достаточно. У меня полный флакон, 75 мл. Красивое изображение. И в завершении 12 Everywhere. Сейчас будет весна. Она уже, точнее, наступила, но будет весна именно теплая. В общем, в 2017 году Винсент Рикард. Почему-то, когда я тестила все ароматы данного бренда, самый первый раз, наверное, как-то не запал он мне в душу. Возможно, потому что я люблю яркий, шлейфовый, очень стойкий. Он тоже стойкий весь день. И, возможно, это мне показался простецким, но он не так прост, как нам кажется. Итак, про данный аромат я услышала у девушки в Инстаграме. И когда она делала обзор про ароматы, сказала, что этот аромат ей подарил ее муж. И, по его мнению, это самый сексуальный аромат. А у нее там был на полке и Tom Ford. Серьезно говорю, что HFC это самый сексуальный аромат. Еще можно отметить и Нитио, но HFC он подойдет большему количеству людей, чем и Нитио. Нитио все-таки такой своеобразный, я считаю. То есть это прям должно попасть. Мне ее надолго хватает. То есть один пшик. Я не знаю, как вы, обливаетесь. Что я здесь слышу? Это розочка, она свежая, утренняя, как будто на ней есть роса. Также розовый перец, красные ягоды. Вот это вот прям вот цвет реально розовый. То есть девочка Барби. Барби девочка, девочка-блондинка, девочка любит девушку, пусть будет девушка, женщина, любящая белый цвет, розовый, рюшечки всякие, шляп. Должен сесть, то есть у вас должна быть такая кожа. Моя кожа, она холодная, поэтому ароматы долго держатся, медленно раскрываются. И в общем, мне все идет, потому что, знаете, что я хоть и услышала это от этой девушки, да, в Инстаграме, что этот аромат очень нравится мужу, он считает его очень сексуальным, привлекательным, но я всегда доверяю своему носу. То есть, если на меня садится, все, я покупаю 15 мл, 75 мл, и я пользуюсь в удовольствии. Это мой самый любимый бренд. В заключение хочу сказать, что бренд HFC создан с любовью, из хороших, качественных компонентов. Это чувствуется, вот реально это чувствуется. Очень стойкие, сексуальные, привлекательные. Ну и самое интересное, мне достаточно одного пшика, чтобы за мной был шлейф, чтобы его было слышно. И это реально мой любимый бренд. Я пробовала новинки
Sun Musk, но так как это мускусный аромат, я пока не поняла, нужен он мне или нет. Он приятный. Аромат для девушки, которая хочет просто пахнуть чистотой. Он приятный, хороший. Я люблю густые, я люблю шлейфовые очень. Я люблю прям вот вызывающие, я бы так сказала. Потому что я себя так чувствую, я себя чувствую в этом органично. Чтобы приобрести аромат Closed Gate, там сычуанский перец и лабданум. Данные ноты для меня тоже яркие, привлекательные. И это аромат, который тоже меня удивил. Но когда пробовала миниатюру 2,5 мл, почему-то не зацепил. И подводя итоги, что я могу сказать? Ароматы бренда нужно точно пробовать на теле. К сожалению, бренд подделывает. Я вам советую покупать в проверенных интернет-магазинах. Есть фирменные миниатюры, да, 7,5 мл, они даются в подарок при покупке. Также есть 2,5 мл, я не знаю, ну, на каких-то площадках они продаются, можно купить. И также есть 15 мл. Представляете, это же супер удобно. Настолько HFC хотят, чтобы с ним познакомились, чтобы он был доступен каждому. Пробуйте, пожалуйста, оригинал. Он бесподобен. Будьте прекрасными, счастливыми, красивыми. Пожалуйста, пользуйтесь духами. Пожалуйста, пусть за вами будет шлейф. И давайте делиться в комментариях, что вам нравится из бренда, какой аромат вы хотите купить, и что бы вы мне могли посоветовать на основании моего парфюмерного шкафа, составленного из бренда HFC. Я вас всех целую. До новых встреч на моем канале Лебедева Ирина.